Вы играете в Майнкрафт неправильно. Всем привет, я Яркер, и сейчас я вам расскажу о 10 вещах, которые никогда не следует делать в Майнкрафт. Тут будут как банальные, так и интересные факты. Всем приятного просмотра. Номер 1. Мусор. В этот пункт я включил ошибки, связанные с загрязнением мира. Например, начиная свое развитие, вы рубите первое дерево, затем второе, и вроде бы оно уже и не нужно, и вы оставляете его недорубленным. Вроде ничего серьезного, но после этого в мире остается летающая листва, что выглядит очень некрасиво. То же самое касается и больших вариантов дуба. Лично я предпочитаю их сжигать, потому что рубить такие экземпляры неудобно. Также хотел бы отметить еще два немаловажных момента. Первый — это ямы от криперов и добыча какого-то блока, например, на берегу реки. После этого остаются кратеры, которые сильно портят красоту окружающего мира. Ну а второе — это неподобранные блоки. Проблема в том, что их подбирают мобы, после чего они не диспавнятся и дают нагрузку на сервер, а также мешают работе ваших ферм. Пункт 2. Нерациональное использование ресурсов. Например, если вам нужна цветная шерсть в большом количестве, то лучшим решением будет не красить белый вариант блока, а поменять цвет овцы и состригать шерсть сразу нужного цвета. Как вы можете знать, зачарование бесконечности починка несовместимы, но лично мой выбор лежит на первом варианте. Неужели вам хочется все время таскать с собой несколько стаков стрел? Лучше раз в какое-то время восстанавливать лук с помощью наковальни, поэтому мой выбор лежит на бесконечности. Сундуки. Привычное нам хранилище ресурсов, но знали ли вы, что бочки намного лучше? Они крафтятся менее затратно, чем сундуки, а также при открытии им не мешает блок сверху. Также интересным фактом является то, что при переплавке большого количества ресурсов выгоднее использовать угольные блоки, которых хватает на 80 предметов, когда 9 угля всего на 72. И призываю вас не забывать о существовании плавилин и коптилин. С их помощью вы можете плавить и жарить в 2 раза эффективнее. Еще ни в коем случае нельзя пользоваться верстаком при крафте ступеней. Для этого уже давно существует камнерез, который сохраняет 75% блоков, что является огромной разницей при большом объеме крафта. В заключение этого пункта хочу сказать, что не следует выбрасывать избыточные семена пшеницы. С помощью вот такой вот несложной конструкции вы сможете автоматически перерабатывать семена в полезную в будущем костную муку. Автофермы. Если вы планируете играть в своем мире или на сервере продолжительное время и не строите фермы, это ошибка. Зачем каждый раз идти в шахту за очередным железом или золотом, если можно просто сделать ферму и сэкономить кучу своего времени? Кстати, когда вы стоите в АФК, то советую вам сделать вот такую вот небольшую авторыбалку, которая принесет вам дополнительный лут за время, пока вы бездействуете. Четвертое. Спидран. Это ошибка, которая, возможно, будет понятна не всем, но ее лично я осознал только недавно. Играя в игру, многие стараются пройти ее за день или за два, пропуская довольно интересные ветви развития. Например, сразу идут в ад и энд вместо постройки базы. То есть вместо того, чтобы реально получать удовольствие от игры, вы ставите себе цель, после которой вам уже не так интересно играть. Попробуйте добавить немного элементов РП, повыполнять достижения, построить базу, не приходя на инструменты выше железных. Я думаю, что благодаря неспешному и спокойному выживанию можно открыть для себя что-то новое в этой игре. Номер 5. Торговля с жителями. Очень эффективный способ развития, но при этом все в ней есть много моментов и особенностей, которыми многие не пользуются. Например, я думаю, что вы знаете про такую механику, как скип трейдов, когда при поломке кафедры библиотекарь дает нужную книгу. Так вот, таким же образом я советую использовать и лучников, у которых самый полезный трейд — палки и стрелы. Третьим там является кремний, который вообще никто не покупает. Также считаю нужным сказать, что при отбитом рейде и излечении жители дают скидки, что позволяет торговать намного выгоднее. Поэтому старайтесь сразу заражать ваших жителей, а потом уже выбивать нужные вещи. Так вы сможете сэкономить неплохое количество изумрудов. Еще я заметил, что у многих игроков жители просто хаотично ходят в каком-то подвале. Я же себе привык обустраивать удобный трейдхолл, который позволяет быстро найти нужного жителя. Шестое. Сортировка ресурсов. Играя, я часто замечал, что игроки не любят и даже не сортируют свои ресурсы. Они валяются где-то в рандомно раскиданных по базе сундуках, шулкерах. Так делать не стоит, потому что из-за этого вы будете долго искать нужные блоки, а время, потраченное на поиски, будет намного больше, чем то, которое вы потратили бы на правильное складирование ресурсов. 7. Ватердропы. Готов поспорить, многие из вас не знали о том, что благодаря ведру рыхлого снега и коврику на нем, вы сможете не ставить в вашем доме водяную яму, ведь она выглядит очень неэстетично. Также расскажу немного о разных дропах в игре. Тоже рыхлый снег вполне можно использовать в аду, но если его под вашей рукой не оказалось, то не пытайтесь прыгнуть и поставить под себя лодку. Лучше просто сядьте в нее сверху, а после спокойно и без риска скатитесь вниз.
Кстати, когда я учился делать фиттердропы, изначально пытался закликать ведром по блоку, но таким образом у вас вряд ли все получится. Лучше немного подождите, и когда до земли останется примерно 6-7 блоков, нажимайте по КМ. Пока ваша рука передаст сигнал, вы опуститесь на нужное расстояние и выживете. Пункт 8. Зачарование. Возможно, многие из вас не знали, но порядок наложения зачарования напрямую влияет на количество опыта, которое требуется. Так, например, у вас не получится зачаровать ботинки на все возможные чары, если вы использовали неправильный порядок, так как в наковальне будет надпись «слишком дорого». А чтобы такого не было, смотри мое видео по правильному зачарованию брони. 9. Постройки. Сейчас поделюсь ошибками новичков в строительстве. Такие косяки были и у меня. Главное помнить, что все приходит с опытом. Во-первых, всегда стоит смотреть на палитру блоков, чтобы здание не напоминало кучку накиданного мусора. Также не стоит строить только из одного блока. Текстуризация дает постройке живость и реалистичность. Еще не следует забывать и об объемности. Такие элементы, как люки, таблички, ступени и заборы не будут лишними. А листва, цветы, саженцы и мелкие элементы декора окончательно закроют ваш проект. Последний 10-й совет. Шахта. Касательно этого пункта у меня будет несколько лайфхаков. Во-первых, не копайтесь в 2 блока. Из-за этого, когда вам придется выходить из шахты, вы будете биться головой о потолок. Намного рациональнее будет раскопать туннель в 3 блока в высоту. А еще лучше поставить ступени. Также старайтесь не ставить факела на пол. Намного лучше будет разместить их на стенах. А бегая по большим пещерам, ни в коем случае не пытайтесь построиться вверх. Ведь вас легко скинут оттуда скелеты и пауки. Безопаснее будет закопаться вниз. Бонусом хочу добавить еще кое-что. Играя в одиночном мире или на сервере, не забывайте как-то уникально их называть, чтобы потом самим не запутаться, где и какой мир у вас находится. Надеюсь, что мои советы помогли вам сэкономить ваше время и ресурсы, и сегодня вы узнали об игре что-то новое. Ну а с вами был Яркер, всем спасибо за просмотр, не забывайте оставлять комментарии и переходить в мои социальные сети. Пока-пока.